Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 46-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске собрал Сик МПХ для механика и закрыл квест «Оружейник», часть 13. Добил 40 диких на развязке для терапевта по квесту «Служба дезинфекции», выжил на развязке 7 раз, закрыв квест «Ночь распродаж», и выполнил для прапора квест «Простая задача», часть 1 с нахождением вертолета на локации «Маяк». Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Хекс, Владислав, Бинтик, Чудо, Фрэнки Уайлд, Аргентум, Двоемер, Ярослав и Кью. Спасибо большое за доброе слово и щедрую поддержку. Будьте здоровы. Тимон, с удовольствием. Бинтик, однажды я загубил развитие 2 каналов стримами. Стримы, если и будут, то на отдельном канале или площадке. С Гопстером с удовольствием, мы с ним на связи, но я ПВЕшник и темп игры Игоря мне не по зубам. Совместки точно будут, но когда? Вопрос пока открытый. Машина в прошлом выпуске уехала сама по себе, я так подозреваю. Я сам был в шоке. Жизнь в Таркове не будет прежней после этого. Привет Владивостоку. Взаимно, браток. Кью, за настройки 3 куска с закрытой комиссией приятный сюрприз. Спасибо тебе. Всем приятного просмотра. Прапор хорошую услугу мне сослужил. Смотри, он мне все вернул, в том числе и СВДху, слик и прочие прелести. Нормально. Завершилось строительство библиотеки. Теперь, пацаны, у меня есть дополнительный опыт в рейде и ускорение прокачки группы умений практические. Диса теперь не только хитрый, но и умный. По оперативным задачам есть, наверное, легкая нажива. Найти и передать мне надо будет банку чая «Зеленый лед». Это айсти маленькие зеленые. И оружейный порох «Орел». Орел у меня уже есть дома в схроне. Можно попробовать сходить за дикого, найти зеленый лед, пару штук. И за это мы получим 6500 опыта. Поэтому, чтобы и клешни немножко размять, и игру послушать, чуть подпривыкнуть, пойду на развязку за дикаря, поищу там на стеллажах, в общем-то, эти 2 баночки чая, попробую их вынести. Постараюсь быстрый рейд, потому что сегодня хочу еще на маяк побегать, поделать там кое-какие квесты, там куча их целая накопилась. По крайней мере, сегодня отступников достреляю, я думаю, точно. Что там по звуку? Почему так тихо? Так. Не имеем практически ничего. Но есть Ксюха и 3 магазина целых. Ой, и спаун такой хороший, прям 15 минут. Так, есть сок, но он нам не нужен. А эти баночки, они, даже если кто-то тут лутался, я не думаю, что они... Вот вряд ли кто-то лутался. Не думаю, что они кому-то там нужны. Тушеночка, тушенка. А я ж тебя искал. Капец тут жратвы. Горбуша. Ладно, все, пока будем брать. Продовольственный получается какой-то выход. Макс Энерджи. Так, тут, по-моему, ничего. Но это рейд со спавном больших тушенок. Очевидно. Похоже, что Айс Грин я вряд ли найду. Получается. А жаль, очень хотелось. Нет, если они были, то я бы на тех полках точно бы нашел их тоже в этом рейде. Значит, не судьба. Макс Энерджи есть. Жратвы куча просто. Ну, домой все отнесем, получается. Блин, нету. Ну, не прикольно, Тарков.
Куда-то на МЧС идти, что ли? Ну? Ой, хорош. Так, мы даже можем вот так вот сделать. Чик. 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 А, все, заряжено. Прицел не забрал. Все, забрал. Не повезло с айсгридом, к сожалению. Я-то думал. Не пойму, кто-то ходит за мной или что, или глючит у меня. Кепарик, ё-моё. А это что такое? Волыны. 2 штуки. Мосина пехотная. Забираем. Ну, в общем-то, и целом, ничего интересного не получилось из этого рейда, только жратвы насобирал. Если до дома донесу, то окей. Не донесу, да и вообще пофиг. Еда у меня, в принципе, дома есть. Слава богу, не последний. Без соли доедаем. Так что лучше пойдем на маячок прогуляемся за ЧВК, да? Нормально. Сейчас посмотрим, что по деньгам, да, получится. А давай ради интереса посмотрим, сколько будут стоить все вот эти вот банки с консервами, сколько это принесет по деньгам, если ты вышел, допустим, за дикого, и, ну, штук 20 консервов я вынес, да, примерно. В итоге получилось 200 тысяч, только на жратве. Примерно, плюс-минус. По квестам на маяке это разведка, посетить крышу 3 офисных зданий, это 1, 2, 3, да, которые, что еще там есть. Простая задача, часть 2. Здесь надо будет 20-очку настрелять, но это будет, надо ходить и просто попутно делать. Путь охотника-отступники почти завершен, 3 отступников надо будет дострелять для егеря. И хочу попробовать сделать квест-стрим, найти подпольную видеостудию на маяке. Нужно будет ключ, у меня от этого помещения есть. Надо будет взять подавитель сигналов прибор. Вот такая штука нам нужна будет, глушилка. Ее берем. Очевидно, что будет, наверное, как минимум пару вариантов, с какой стороны я буду подходить к лагерю отступников. Это будет либо со стороны скал, да, либо со стороны моря. Вот примерно по ситуации такое и будем действовать. В общем, я к тому, что если вдруг со стороны моря буду заходить, то я, скорее всего, зачищу только 1 и 3 ангар. Если будет такая возможность, я постараюсь просто слинять с рейда. О, я опять на коттеджах, получается. Да, я прям перед коттеджем. Однако. Ну, значит, с этой стороны. С правой, наверное, пойду, да? Тогда буду пробовать зачищать все 3 водочистные эти офисы, эти 3. Тогда настреляем себе хотя бы отступников за этот рейд. А если все пойдет нормалек. Ну что, план простой. Перебегаем на ту сторону, на скалы. Или понизу можно будет даже пойти. И спокойно стреляем 3 отступников. Один хотя бы квест надо завершить, чтобы не в холостую, да, рейд был. А там уже будем по возможности, по ситуации.
отсюда в прошлый раз я хорошо видел одного из отступников. А вон он сидит. На месте. Да, это он. Есть один отступник. Дальнего я там не увижу, да, получается? АГСника. Отсюда плохо видно. Тут бетонка мешает. Фить. Так, о, вижу. Есть кабанчик. Отлично. Ну, еще один. И дело в шляпе. А вон он сидит, кажется. Попал, но не убил. Зараза. За пулеметом никого. Ну тогда вот этот паря. Тоже нет. Я думаю, надо все-таки дождаться какого-нибудь из отступников, чтобы не бежать на рожон. О, он возвращается. Зараза. А чего ты, Диса, чего? Да неудобно, блин. Дистанция хорошая, стоя стрелять вообще не вариант. Лежа бы вообще шикарно было бы, шикарно. Он туда вернется однозначно. Че туда, пофиг, по-пластунски. А если... Ага, бетон мешает. По-любому открываться приходится. Вот так я могу ему попасть. Как проще будет прицелиться. Ладно, подождем чуток. Может, что из этого выгорит? Не могу я его дождаться. Не хватает мне терпения. Зато диких дождался. Как-нибудь попробую по этой стороне аккуратно. Получится, чего у меня нет. По этой стороне. Так. Ё-моё. Где-то он... Ну, он, скорее всего, на крыше наверху. Я так считаю. Scav over there. Угу.
Не, это не внутри, они надо мной наверху, 100%. Я так считаю. Ек. Как бы мне тебя обнаружить-то аккуратно? Блин, деревня, а? Ну тот сверху никуда не делся, это точно. Так. Это что такое? Что за прыжки? ЧВК, что ли, идут? Где-то есть шаги, а где что, не пойму ничего. Ага. ЧВК пришли. Piece of shit, you piece of shit! Say hello to my little friend. Базару нет. Я не знаю, как я помер, но он как-то мне умудрился гранату под ноги прям прокинуть. И, в общем-то, да, я приехал. Размотал как тузик грелку. Вся фигня, давай сначала. Короче, беру М700. У меня есть тут залежи кое-какие добра. И юм беру как дополнительное оружие. Потому что с болтовкой, если на ближнем что-то будет происходить, то там шансов не так много будет, как с юмпом. Идем туда же за ЧВК на маячок. Наверное, с утреца теперь пойду, потому что темнеть там будет по темникам. Желания особого нет. Багарий беру с собой. Багарий. 5 класса, защита вроде есть. Посмотрим, что из этого получится. Один отступник всего остался по квесту для егеря. Я думаю, что это не проблема, и сейчас мы должны точно, если доберемся до честных, то одного-то отступника точно шмальнем.
Так, я теперь вообще на побережье далеко, да? Да, вон он, вертолет горящий. Вот она дорога. А, кстати, у меня есть квест стрелять на дороге этих самых пикет. Можно попробовать и тут бомбануть. Но в любом случае, на этот раз в этом рейде я буду подходить со стороны моря, так что есть неплохие шансы выполнить даже парочку квестов, компенсируя неудачу досадную предыдущего квеста, да? Ой, рейда. Так что давай пробовать. На этой дороге мне надо было по квесту вообще 15, что ли, диких дострелять. Однако есть уже двоица. Их там 13 или троиц. Я не помню точно. Я где-то, короче, попутно бежал в свое время. Блин, как я глупо здесь пошел. Земляк, мы стрелять не хотим. Хорош. Но, блядь, Есть товарищ. Дистанция не UMP, конечно. Но один дикий есть в копилке. Это нормально. Надо уходить отсюда с открытой. По-любому. Только сумка в кустах. Я даже близко не знал об этом. Давай ближе к берегу и начнем потихонечку заходить со стороны воды. Вот так приблизительно. С этого направления, так сказать. Что тут ногам удобственные какие-нибудь? О, вот здесь хорошо будет, да? Давай пробовать. Чуть правее. Эй! Не застревай, братюня. Угу. Вот отсюда, если. О, открывается прям вид. Чё трясет-то? Чё такое? Чё трясешься? Промазал, прикинь. Блин, засуетился, что-то промахнулся. Чё руки потряхивает? Я не понимаю. Что тебе не нравится? Ну давай пулеметчика тогда. Попробуем снять. Браво, я в камень стрельнул. Отлично. Так. Один готов. Надо дождаться этого товарища, который за АГСом. И будем перемещаться вдоль воды. Сейчас придет обязательно.
Сидим, ждем. Или он может за пулемет присесть? Да не, навряд ли. Ну, радует то, что выходить с локации не обязательно. Настрелял отступников. И все, даже если погибну сейчас, в любом случае квест уже выполнен. Хоть что-то сможем закрыть сегодня на маяке. Уже неплохо. О, поднимается. Есть кабанчика. Твою мать. Ой-ой-ой. Нифига себе. Блин. Вот это, конечно. Ауч. Да ё-моё. Опять я от пулеметчика схлопотал. Блин, раньше без проблем проходил АГС пулемет, и потом можно было к воде спускаться. Сейчас где-то откуда-то джибоша там и с АГС шпилили, и с пулемета начали поливать. Неправильно я что-то делаю, неправильно. Однако с горем пополам путь охотника-отступники я все-таки сделал квест. Ликвидировали 10 отступников и можем закрывать его. Теперь доступен квест залетные, говорит. Найти и убить Death Knight, Big Pipe, Bird Eye. Это эти самые новые боссы, да, которые... Но я должен дойти все-таки до этих проклятых комнат, до этих крыш, фиг его знает. Что-то рано или поздно я все-таки сделаю этот квест, это без сомнений. Беру с собой ДВЛ теперь, сделаем ставки на нее. Но тут уже не столько пушка меня подводит, сколько я сам что-то какой-то исполняю дичь. За ЧВК туда же на маяк будем страховать. Бронеразгруз, наверное, я не буду страховать, что он там быстренько выбивается, очков брони у него не так уж и много. Пробуем еще раз, не унываем. Все это как ни крути, а все-таки дает какой-то опыт. Так что все рано или поздно у меня получится. О, я за базой, да? Да, получается. О, сейчас мы тоже отступников стрельнем. Сейчас у меня поинтереснее позиция будет. Я теперь буду сидеть высоко, далеко глядеть. Сейчас мы будем потихоньку, помаленьку их выпиливать. О! Вот тебе. Первая крыша. Не попал. Попал. Чик. Так, один готов. Хорошо. Так, отсюда, слушай, можно, наверное... А если я вот так? Блин, я что-то опять так открыто тусуюсь. Сидит АГСник. Как по мне, далековато. Главное, чтобы сразу меня не заджибошили эти отступники, мать их. На той крыше вроде тишина. Во. Первый предупредительный получается у меня. АГС, не пойму, сидит там... А, вон он АГС вообще.
Нормально. Его не видно отсюда. Зато этого пулеметчика хорошо видно, как на ладони, да? О, вижу. Неужели я так высоко беру? Отлично, еще один отступник. Мне интересно, а вот эти отступники, которые... Они идут у меня в квест? Там же их 20 штук надо будет настрелять. Где он? Господи, а я его сейчас... Черта с два найду, да? Простая задача. Да, 6 уже есть. Неплохо, неплохо. Вон он. Да иди твою мать. Нормально. Во, ну здесь поудобнее, пацаны. Хоть кого-то застрелить получается отсюда. Внизу там еще могут быть негодяи. А вообще можно попробовать отсюда. И вон ту сторону стрельнуть. Далеко, конечно. Прицел совсем не тот. Но попробовать можно. Если он там вообще. По-моему, его и нету там. Так, ага, во, он там, оказывается, попал. И ты пойдешь... О, нормально присел. Есть попадание. Так, что там? Патроны-то. Ну, патронов я нормально так набрал в этот раз. О, сейчас мы по трассерам посмотрим, да? Главное, чтобы никто из ЧВК не мешал. Я вообще с кайфом сейчас постреляю, если никто не придет. Попал еще разок. Ой, хорош, еще попал. Я прям... Молодец, получается. А где он теперь? А, вон он. Нет, это не он. Или он? Ну, плохо ему однозначно. А вон пошел. Пошел. А, на место побежал, да? Высоко взял. Да что ж ты такой бессмертный-то, а? Ну, наконец-то. И этот типчик, кстати, должен засчитаться мне в этот квест, который... Нет, где же он? Вот она. 7-й, да. Все, считается, нифига себе.
Я не думал, что этот квест так будет просто сделать. Заходишь и стреляешь во все, что шевелится. Нормально. Короче, вот эту ближнюю крышу я еще ни одного не застрелил. И там пулеметчик еще на главном должен быть. Надо ближе спускаться. О, отсюда увижу? Не вижу. Плохо. Ладно, давай того слева тогда застрелим. Вроде бы верха все разобрал. Ну, кроме вот этого ангара, конечно. Офиса, то есть. Не совсем понимаю, что тут, как тут. Нет никого, получается. Не вижу. О, пулеметчика вижу. Так. А если я вот так? Попал? Или что это? Или это не он, не понимаю. О, попал. Эть, забежал за красный. Понял тебя. Ну ничего, гриф птица терпеливая. Есть. Так. Готов. Не, ну это... Это уже интересно. А не то, что бам-бам с пулемета, да? Пойдет. Одно непонятное осталось. Дело? Это есть ли типы, которые по земле там ходят? Да, они где-то в ангаре гасанулись, или что с ними происходит? Где-то остались же они. Где-то же должны быть. С АГСом вопрос... А, вон кто-то стоит. Ну, это дикий обычный, похоже, что. Вообще даже близко. Не-а. Попал. И сервер такой, вали отсюда. О, я живой. Нормально. И непонятно, что с тем, да, застрелил я его или не застрелил. Ну что, у меня 25 минут осталось, не так уж и много на самом деле. Плюс еще учитывая этот факт, если... Что дикие подвалят сейчас. Челоботы я имею в виду. Мне надо шевелиться. Значит, я предлагаю сразу спускаться сюда, в ближайший ангар, на крышу его подняться, на крышу второго. Один вопрос меня смущает, то что я так и не нашел
типов, которые по земле, короче, ходят. О, здесь тайник, оказывается, даже есть. Хорошо пострелял. Нафармил. Чё по еде, воде? Нормально все, в принципе. Таблетку Аджара Гуджу. Вперед геройствовать. Выход уже однозначно не холостой. Хорошо по отступникам пострелял. Так, где-то тут должен быть... О, есть. Подзадача разведка. Это по крышам, которые надо пробежаться. Ё-моё, что ты? Бежим во второй. Со второго ангара надо не забыть глянуть, машина есть или нет. Видно оттуда ее, интересно. Должно быть видно. Во втором ангаре, кстати говоря, у меня есть еще подзадача с выносом документов. Где-то они тут должны быть. Так. Так, вот они. Тайны корпоратов под задача. Вот это стримерская, получается. Или не она это? А, нет, стримерская в первом же. Так, постой, мне же на крышу надо. Так. Как у нас дела? Почему ничего не происходит? О, есть. Поглядим, что у товарища можно стараканить. Кое-что можно. Морфий. Патроны не алё, получается. Так, и тут за пулеметом был один. Шестнадцатый скар. Что это за патрон у него? ФМJ. Состояние не очень хорошее волына, поэтому брать я ее не буду. Да и тут, в принципе-то, можно саму волыну не брать. Забрать только глушил, вот эти прибамбасы всякие, да? И все, любовь. Хотя как вторичку можно было оставить. Let's go на третий ангар. На первый, точнее. Машину я не посмотрел. А есть у меня выход северный? Нет северного выхода. Понял.
Значит, на удачу будем надеяться, что машина работает. Ну или на поезде тогда придется выезжать. Вот тут могут быть отступники, еще 4, которые по низам двигаются. Но я никого не слышу. Так, вот она, комната. Вот такая примерно стримерская. Закладываем глушилку. И еще здесь же тайны корпората, 2 папка. Сейчас заберем ее. Готово. Тут вам приколы всякие, мильданин. Неплохо, неплохо. Это нам не надо. Тесак какой-то вообще. Окей, давай без фанатизма. Где-то еще одна папка. Поезд подъехал. Тут, кажется. Вот она. Отчет какой-то, тайны корпоратов. Есть. И теперь мне нужно, пацаны, наверх залезть на крышу. Осмотреться там. И можно идти на выход. Во, куда ты меня откидываешь? Тарков, перестань. Хавчик нашел. Сушняк бы еще найти. Где-то тут. Или тут. О. Нелутабельный. Так, тут я тоже где-то по центру одного убил, да? И одного за пулеметом, по-моему. А, вот он. Не по центру, получается. Так. Ну и другана твоего глянем. О, вот у него 100%, мне кажется, эти будут, да? БПХи. Нет. АКМ предательски шумит так. Эх, водички-то у меня минус 13, он даст гидрации. Ладно, не буду пока хавать. Прям когда совсем припрет, тогда уже и захаваю, получается. Давай, наверное, волыну у него заберем. Как вторичку будем использовать ее. Вон оно как. Поехали домой, парни. Я хочу домой. Airdrop летит. Но я не хочу airdrop. Я хочу домой.
Сбросил, получается, прямо на дорогу. Однако. Ага, деньги-то у меня есть на машину? Собрался на машину. Да, деньги имеются. Все хорошо. Блин, хоть бы получилось выйти, из этого рейда. Есть машина, пацаны. Да, попробуем на тачке уехать тогда. Жрем. Вот и диким будет подкрепиться, где, да, там эти самые отступники настреленные есть. Пацанчики полутаются. Вроде как уважили Тарков. За такой рейд хороший. Все, что надо на самом деле, хороший спаун, хорошая погода, и чтоб не мешал никто, да? И тогда все идет очень даже ничего. 28 минут почти, 6700 опыта. Ну, хороший, продуктивный рейд получился ядреного. 6 отступников мы настреляли и пополнили список отступников, которые нужны для простой задачи части 2. Даже миротворцу презентик притащили в виде стимулятора мельдонин. Один из списка еще можем вычеркивать. Инъекторов, которые мне нужно будет сдать. Потихонечку и тут закрывается квест. Поехали. Для прапора разведка квест можем завершать. Все 3 крыши 3 офисных зданий мы проверили, разведали. Стрим-квест тоже завершили, нашли дополнительную видеостудию на маяке и установили там глушитель сигналов. Тайны корпоратов квест тоже можем закрывать, нашли данные о работе насосов на локации и отчете о работе станции на локации маяк. Передаем эти бумаги и закрываем квест. Давай для механика оружейник 14 еще закроем, нам нужно КМН в обмесе Макпул Моя, то есть цевье, приклад, пистолетная ручка нужны Моя, все в черном цвете, говорит еще глушитель Ротор 43, тактическая рукоятка Макпул Low KFG черная. Сумма отдач ниже 340, эргономика выше 44 и вес не более 5 кг с прицельной дальностью 500 метров. Поехали. Все, вот такого красавца у меня получилось собрать для сдачи по квесту. Собранный АКМН мы сдаем механику по квесту, оружейник часть 14 и собираем 20 тысяч с половиной опыта. Оружейник часть 15 требует модификации М1А. Займемся в следующем выпуске этим. Хочется все-таки закрыть этот дейлик. Орел у меня есть, этот самый порох зеленый. А вот 2 IST, ну цена вопроса 5 минут всего лишь этого рейда. Давай за дикого на развязку прогуляемся. Он там у меня с ПМом вообще нормальный парень. Была не была. Если получится вынести еще пару IST, то я смогу заработать чуть больше 6 тысяч опыта дополнительных. Фига себе, быстро загрузился. 10 минут, говорит. Нормально. Че мы за 10 минут в одну сторону такого добежать успеем, может быть, в лучшем случае. Блин, как кайфово с ПМчиком налегке-то, а? Вы бы знали. Вперед и с песнями. Забегаем, смотрим продовольствие. Есть, нет, нет. Текиндер. Тут же тоже бывает нет. А тут вон что, хоз. Приблуды всякие.
Здесь перескочить можно. Опа. Бам, поехали. Чай. 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 Похоже, что лутанули здесь. Но я не думаю, что чай кому-то пипец там нужен. Он стоит копейки. По-моему, ни в каком бартере он там не участвует. Однако полки пустые. А что, опять в холостую, что ли, выскочил? Понятно, понятно. Когда тебе нужен чай, ты выходишь за ним, ты никогда чай не найдешь. Чай. Просто баночки чая. Никому не нужного. Ну ладно, берем тогда самое ценное на локации, получается. Биткоины там забираем. На камерах хранения. Все, домой нафиг. Что, зря выходил, что ли? Деньгу подколымем, децл. Чем эти консервы таранить за 200 тысяч? Полный мешок. И тут быстренько бам-бам. И биткоины сейчас заберем. Блин, а жаль, я хотел Дейлик сегодня закрыть этот. Ну халява же, халява на самом деле. Что там эти два чая? Ерунда сущая. И что такое? Кто мои биткоины забрал? Я же оставлял здесь. Нету, прикинь. Шел и вдруг понял, что... А чё бы не посмотреть пару тайников здесь? Такой довольно активный рейд, оказывается, был. Меня заспомнило. Практически на красном таймере и кругом. Мертвые уже эти, дикие. Знатно кто-то пошуршал, конечно, тут. Да давай, смотри, что-то и так времени нет. Понятно. Вот это еще посмотрите. Вау, харддиск, ё-моё. По-моему, где-то тут еще была должна сумка. О, нашел. Должна была быть сумка. О, чай. Ё-моё. Чай нашел, но не тот, что надо. Спасибо, Тарков, спасибо. Ты такой глупенькой. Мне другой чай нужен. Ну да ладно. Не нашел, да и не нашел. Черт с ним. Зато на расслабоне, да? Сегодня выпуск закончим. Сейчас пацанчики досмотрят. Сытые, довольные, попитонили, наверное, от души. Пятница, вечер. Как присядут в торков катать. С корешами. Всех раскидают на... Получается. И тут лутано.
Однако. Эть. Ну, ё-моё, что ты такой? Вроде ничего не ел, не пил, протиснуться не можешь. Ля-ля-ля-ля. 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 Вах-вах. 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 Что-то выкинуть надо еще. Вот это выкинем. Ну, все не с пустыми руками, да, возвращаться? Естественно. О, кто-то дыма дал. Так, вот такие сюрпризы мне интересны. Это что за ключ от мастерской Юсек отступников? Что-то притаранили мне тут дикари. Так, идите дальше. Опозырим, что это такое вообще? Где он? Вот она, мастерская. О, 130 тысяч, чего-то стоит. Нормально. Надо будет порыскать, что за ключик такой, что открывает, да? На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю всех за поддержку, за пальцы вверх, за добрые отзывы. Всем отличного настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующих выпусках. До свидания.